Венгрия трясет Евросоюз. Орбан назвал проект бюджета ЕС военным документом Союза, который ведет войну с Россией на территории Украины. Чего требует Будапешт? Обескровленная Россия, гражданская война, госпереворот и уход Путина, а также хаос. Названы сценарии завершения боевых действий в Украине, которые выгодны Пекину. Почему речь не идет ни о победе, ни о поражении РФ? Детали резонансной статьи. Обратный отсчет пошел. НАТО в экстренном порядке официально предупредила Польшу о начале новой войны через 2 года. Реакция Москвы на заявление Варшавы. В Киеве заявили, что Лукашенко задействовал территорию Беларуси для атаки на ЕС. О чем говорят данные службы внешней разведки Украины и как реагирует Минск. Украина заявляет о срыве наступления РФ, а Россия о взятии еще одного населенного пункта. Что происходит на фронте и собирается ли уходить в отставку главком ВСУ Сырский, который отметил 60-летний юбилей? Это предельный возраст для службы в украинской армии. Казахстан устраивает чистку и сносит дома, а флот России наносит удар. Москва вывела сотни кораблей в акватории 2 морей и 2 океанов. Заявление об атаке по кораблю сил противника. Что произошло? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Премьер Венгрии Орбан снова качает Евросоюз. На этот раз с угрозой сорвать весь новый 7-летний бюджет ЕС. Причина в замороженных миллиардах для Венгрии. Орбан ставит условия: не будет голосовать, пока деньги для Будапешта не будут разморожены. Без единогласия всех стран, как вы понимаете, бюджет не примут. Орбан этим решил воспользоваться, но на этом не остановился. Орбан назвал представленный проект бюджета военным документом, в котором 20% средств уходит Украине, а остальное на подготовку к войне, а не на поддержку фермеров или развитие экономики. Он считает, что это бюджет Европейского Союза, который находится в состоянии войны с Россией. Это была цитата. Орбан считает также, что ЕС хочет победить Россию на украинской территории, чтобы дестабилизировать Кремль. Венгрии не нужен военный бюджет. Нам нужен бюджет, поддерживающий мир и развитие. Поэтому мы даже не принимаем предложенный проект в качестве основы для переговоров. Нам нужен другой. Задача упрощается тем, что, как я вижу, политические игроки и не собираются серьезно вести переговоры с нами до выборов. А там посмотрим, ведь речь идет как минимум о 2-летнем переговорном процессе. Орбан также говорит, что Брюссель планирует установить в Венгрии на выборах следующего года проукраинское и пробрюссельское правительство. Кроме того, прошелся по руководству ЕС, обвинив его в том, что оно ведет Европу к проигрышной торговой войне с США и Трампом. На фоне всего этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже 27 июля встречается с Трампом в Шотландии, чтобы обсуждать возможную торговую сделку. В целом же, напомню, Еврокомиссия представила проект бюджета на 2028-2034 годы на сумму 2 триллиона евро, уделяя особое внимание экономической конкурентоспособности и обороне. Тем не менее, Венгрия уже долгое время конфликтует с Брюсселем по вопросам миграции, прав ЛГБТ и обвинений в нарушении демократических принципов, что привело к заморозке миллиардов евро, выделенных для Венгрии. Ослабленная Россия и война в Украине необходима Китаю. Пекин, несмотря на дипломатические заявления о том, что не может допустить поражения России в Украине, имеет свой хитрый план. Об этом пишет издание The Hill. В публикации говорится, что не США являются главной заботой Китая, а Россия. Авторы материала приводят 3 возможных сценария исхода войны с точки зрения интересов Китая, 2 из которых невыгодны Пекину. Итак, The Hill пишет, что если Россия победит в Украине, то о такой победе Китай не мечтает, ведь Путин, окрыленный успехом, может пойти дальше, например, в Казахстан или даже к НАТО. Это не нужно Китаю. Второй сценарий: если Россия не победит в этой войне, то это тоже страшный сон для Пекина. Авторы материала пишут, что полностью разгромленная Россия может погрузиться во внутреннее насилие, дестабилизируя Евразию. Путину могут устроить переворот, элиты начнут борьбу за власть, возможно, гражданская война. Но вот третий вариант – идеальный сценарий для Китая. Россия обескровленная, но не побежденная. Идеальный для Китая вариант. Россия обескровленная, но не побежденная. Слабая Россия, втянутая в затяжную и бесперспективную войну, будет наказана, но останется существующей. И у нее не останется иного выхода, кроме как быть вассалом Китая и подчиняться его воле. Такая Россия идеальна для Пекина.
Автор публикации – известный профессор политологии в университете Ратгерса в Ньюарке, специалист по России, Украине и СССР, а также по вопросам национализма, революции, империи и теории Александр Джон Мотель. Он же считает, что третий вариант выгоден не только Китаю, но устроит также США и Европу. Накануне, напомню, США и Китай сошлись в схватке из-за Украины. Все произошло на заседании Совбеза ООН. Америка призвала Китай, далее цитата, «прекратить подпитывать агрессию России в Украине», а Пекин ответил, что никак Москве не помогает. Китай не начинал войну в Украине, не является стороной конфликта, никогда не поставлял летальное оружие и всегда строго контролировал материалы двойного назначения, включая экспорт дронов. Мы призываем США прекратить перекладывать вину по украинскому вопросу или создавать конфронтацию и вместо этого играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам. Напомню, на этой неделе западная пресса писала, что двигатели китайского производства тайно поставляются через подставные компании в Россию на завод по производству дронов, маркируясь для обхода санкций как промышленные холодильные установки. Обратный отчет пошел. НАТО в экстренном порядке предупредила Польшу, что через 2 года Россия и Китай будут готовы к войне. В Варшаве с визитом побывал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич. В этом месяце он и Рютте впервые озвучили новый сценарий предполагаемой войны в Европе. На самом деле он приезжал и беседовал со мной, чтобы подтвердить то, что несколько недель назад он публично заявил. А я ожидал точной информации, и я ее получил. А именно, по всем оценкам в НАТО и в Соединенных Штатах, Россия и Китай будут готовы к глобальной конфронтации уже в 2027 году, через 2 года. И что американцы серьезно готовятся к ситуации. Не к военной ситуации. Нет. Речь не идет о каких-то трагических прогнозах, но к ситуации, в которой, как убеждены американская сторона и мой гость генерал Гринкевич, наши глобальные противники, а для Польши это конкретно Россия, будут готовы к такой конфронтации именно в 2027 году. Напомню, в НАТО считают, что Китай решится пойти войной на Тайвань. Си Цзиньпинь при этом попросит Путина отвлечь силы Альянса неким нападением на страны НАТО, вероятно, находящиеся на восточном фланге. В России ранее реагировали на эти прогнозы. В МИД РФ заявили, что слова Рютте о РФ и КНР заставляют задуматься о его ментальном здоровье. На этот раз на слова Туска отреагировали в Госдуме. Там заявили, что войска РФ в боевой готовности. Но российские вооруженные силы находятся в высокой степени боеготовности, но нападать ни на Польшу, ни на другие страны Североатлантического альянса не собираются. Мы защищаем свои границы и свою безопасность без внешней агрессии. В отличие от НАТО. Нагнетая российскую угрозу, Туск, Макрон и другие западноевропейские русофобы подливают масло в огонь украинского конфликта в попытках подорвать переговорные усилия Стамбула-2. В Украине тем временем заявляют, что России и Беларуси и войска не нужны для войны с ЕС. В Киеве говорят о гибридной войне. Служба внешней разведки Украины заявила, что Лукашенко задействует территорию Беларуси для транзита нелегалов в Польшу. Часть потоков прибывает из Ливии напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой. Это была цитата. В Беларуси пока следующее заявление не комментировали. Обострение миграционной ситуации на восточных рубежах ЕС повышает риски для европейской безопасности и создает дополнительные возможности для маневрирования авторитарных режимов. Лукашенко, несмотря на репутацию сателлита Путина, сохраняет автономию в вопросах тактики и в очередной раз демонстрирует готовность использовать ее для политического давления на Запад. Российское наступление остановлено. План ВС РФ в Сумской области сорван. Такое заявление сделал Зеленский, за что он поблагодарил главкома ВСУ Сырского, который накануне отпраздновал свой 60-летний юбилей. Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы. Поблагодарил главнокомандующего за то, что удалось сорвать российский план относительно этого региона. Хотя этот наш регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют попытки России продвинуться вглубь Сумской области с приграничья. Отмечу, что несмотря на то, что Сырскому исполнилось 60 лет, а это предельный возраст службы в украинской армии, главком не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил в интервью The Washington Post. Тогда шутил, что все еще может отжаться 100 раз без перерыва. Тем временем Россия заявляет, что ее наступление не остановлено, и теперь под контроль перешел населенный пункт в новой области для россиян – Днепропетровской. Подразделения группировки войск «Восток»
В результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиивка Днепропетровской области. Это уже второй населенный пункт в регионе, о взятии которого заявляет российское военное ведомство. Ранее ВСУ официально опровергли утверждение российского Минобороны о взятии села Дачное. При этом мониторинговый канал Deep State, который ежедневно на картах показывает изменения на линии фронта, отмечает Малиевку как населенный пункт, который по-прежнему находится под контролем Украины. Это даже не серая зона, но войска России на подступе. Флот России наносит удар. Москва вывела более 150 боевых кораблей в акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей. Кроме того, в маневрах задействовано более 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов и свыше 15 тысяч военнослужащих. Накануне взрывы гремели в Балтийском море. Силы Москвы уничтожили корабль противника комбинированным применением беспилотных морских систем. Об этом сообщила пресс-служба флота. Удар наносился в том числе безэкипажным катером. И противник, конечно, условный. Таков сценарий учений под названием «Июльский шторм». Напомню, 2 недели назад в Балтийском регионе было не тише. Тогда Эстония впервые на Сааремаа отработала удары ракетами из «Хаймерс» по целям в Балтийском море. Одновременно с этим Бильд пишет, что в странах Балтии и Польши фиксируют все больше помех GPS-сигналов, в создании которых обвиняют Россию. Военные аналитики в первую очередь обращают внимание на Калининградскую область, где, как писали западные СМИ, располагается мощная военная инфраструктура для ведения радиоэлектронной борьбы. Польские исследователи издания Defense News выяснили, что источники помех находятся не на российских кораблях, как предполагалось раньше, а на суше, на территории Калининградской области. Авторы материала уточняют, что от сбоев навигации страдает не только авиация, но и морской транспорт. Власти стран Балтии и Польши подозревают, что таким образом Россия пытается скрыть незаконные поставки нефти в обход санкций с помощью теневого флота. Суда на радарах условно исчезают, а потом появляются в совершенно других местах. Трамп решил остановить еще одну войну, но его опередил проливной дождь. Камбоджа и Таиланд, где боевые действия не утихали на протяжении 3 дней и уже приблизились к популярным курортам, внезапно прекратили огонь. Издание Nation пишет, что обильные осадки вынудили временно приостановить боевые действия. При этом обе стороны продолжают удерживать свои позиции, и напряженность остается высокой. Продолжается и эвакуация населения. Временное прекращение огня, вызванное погодными условиями, дало короткую передышку как военным, так и гуманитарным службам, пытающимся оказать помощь беженцам. Однако, поскольку армии остаются на своих позициях, ситуация остается напряженной и может обостриться с улучшением погоды. Трамп при этом уверяет, что звонил и в Бангкок, и в Пномпень, намекал сторонам, что торговые переговоры, которые ведет США с этими двумя странами, могут быть сорваны, пока они воюют. Ему ответили, что все хотят прекращения огня. Обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и установлению мира. Они также хотят вернуться к торговому столу с Соединенными Штатами, что, по нашему мнению, преждевременно до тех пор, пока не прекратятся боевые действия. Они согласились немедленно встретиться и в кратчайшие сроки договориться о прекращении огня и, в конечном итоге, о мире. Для меня было честью взаимодействовать с обеими странами. Скандальная стройка в предгорьях Алматы пошла под ковш. В Казахстане власти приняли решение снести незаконно построенные дома, которые застройщик пытался замаскировать под садовые. Но маска не сработала. Экскаваторы пришли, и бетон пошел в пыль. По данным Управления градостроительного контроля Алматы, владелец участка еще до начала строительства получил предупреждение. Он срезал склон, возвел подпорную стену без разрешения, нарушил градостроительные нормы. Но вместо того, чтобы остановиться, решил идти до конца. Построил 2 полноценных жилых дома, хотя по документам у него было разрешение только на садовые. Несмотря на это, владелец, имея разрешительные документы только на строительство садовых домов, возвел 2 блокированных жилых дома. После завершения строительства он самостоятельно ввел их в эксплуатацию как садовые постройки, что не соответствовало согласованному эскизному проекту. Пресса Казахстана пишет, что это далеко не первый случай. Ранее под снос уже попали объекты в кооперативе «Горный гигант», а также таунхаус в Алматы. Все за самовольное строительство.
И напоследок о новинке в мире технологий. Китай показал пса-терминатора. На Всемирной конференции по искусственному интеллекту Китай представил робота-собаку, который ходит, скачет, делает сальто и штурмует лестницы, как герой из фантастического боевика. Разработанный компанией Deep Robotics, робот умеет передвигаться по траве, песку и даже лесным тропам, лавировать в труднопроходимой местности, подниматься и спускаться по ступеням, а главное стоять вертикально и крутить заднее сальто. И все это не ради шоу. Робот оснащен датчиками и предназначен для спасательных операций, промышленных инспекций и работы в экстремальных условиях. Наш робот Lynx M20 обладает особенностью, которая сочетает преимущества колесного и шагающего робота. Колесный робот более эффективен и быстр. Шагающий имеет преимущество при преодолении препятствий и прохождении различных сложных местностей. Этот робот с колесами и ногами сочетает преимущества обоих. Таким образом, он может быстро добраться до места операции и в то же время способен преодолевать препятствия, которые колесный робот ранее не мог преодолеть. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.